Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Вы знаете, что Бога вы ничем удивить не можете. Своим суперпосвящением, своей жертвенностью, постами, молитвами. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется праведность. Давайте дадим определение праведности. Праведность или оправдание – это состояние сердца человека, стоящего перед Богом без чувства вины и осуждения. Это состояние сердца человека, стоящего перед Богом без чувства вины и осуждения. Это чувствовать себя так, как будто ты никогда в жизни не грешил. Это потрясающее ощущение. Это ощущение свободного человека, без чувства вины и осуждения. Давайте мы откроем Бытие 15 главу. Мы говорим об Аврааме, Бытие 15 глава. И здесь идет такой разговор Авраама с Богом, где Авраам как бы, Богу жалуется на него самого и говорит: Господь, ты же мне обещал вообще-то, из чрес моих дать потомство. Время-то идет, я уже не становлюсь, а потомства нет. Единственный наследник, который я вижу своими человеческими глазами, это Элиазер, который в моем доме. И у них такой разговор просто. И вот 4 стих. «И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков». Вот он еще раз подтверждает обещание. Он говорит: вот это обещание. То есть идет обещание. И знаете, 6 стих, кульминация. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Это очень сильный стих, друзья, который говорит нам, что если мы хотим получить праведность, как Авраам, то другого пути нет. Другого пути получить оправдание от Бога не существует. А Библия говорит там дальше, в Римлянам, 4 глава, что Авраам является отцом всех верующих. Он наш отец веры. Я не знаю, кто у вас духовный отец, но скажу вам, Авраам у вас. Потому что Библия говорит, он отец наш, отец верующих. Аминь, аллилуйя. И вот у меня к вам вопрос. Что мы должны сделать, чтобы получить праведность или оправдание? 5 стих, начало стиха. А не делающему перестать что-нибудь делать, чтобы получить оправдание от Бога, перестаньте что-нибудь делать. Для того, чтобы угодить Богу, нужно перестать что-то делать. Перестаньте стараться Ему понравиться.
Аминь. Мы должны прийти к концу всего, что мы можем делать, чтобы получить оправдание перед Богом. Нам не нужно ничего делать, кроме как верить. Это очень просто. И это пример для нас. Когда Авраам поверил, Библия говорит, что эта вера, Бог вменил эту веру в оправдание. Он буквально оправдал его. Это буквально, он сказал: Авраам, ты мне нравишься. Скажите мне, пожалуйста, означает ли это, что Авраам после этого не делал никаких ошибок? Это очень важный вопрос, потому что в наших церквях мы оправдание и святость приравняли в одну линейку. Оправдание ничего общего, и вернее, святость ничего общего не имеет с оправданием. Но оправдание – это основание, через которое мы идем к святости. Но это не одно и то же. Мы смотрим Писание. Мы увидели в 15 главе, что Бог вменил Аврааму праведность за то, что он поверил. Сделало ли это Авраама совершенным? Лишило его делать ошибок, которые Богу не нравились. Я говорю, что праведность – это очень важный аспект тоже, чтобы мы должны понять, что такое оправдание. Оправдание не делает нас совершенными. Когда мы говорим о Божьей праведности, Он не ожидает от тебя совершенства. Давайте мы откроем Луки 22 глава. И очень интересная вещь, где где Иисус молится за Петра. И там же все герои, понимаете, все такие вдохновленные жизнью служения Иисуса Христа. То есть, и они такие, они думают, что все нормально с ними. Иисус перед своим распятием, Он говорит такие вещи, 31-32 стих. «И сказал Господь: Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Знаете, мне нравится Иисус, потому что Он реалист. Он не молился религиозной молитвой, типа, знаете, Господь, сохрани его от отступления. Иисус прекрасно знал характер Петра. Иисус прекрасно знал, какая сила давления будет на Петра, и что с таким характером Петр отречется от него. И он не молился религиозной молитвой, знаете, он молился об одном. Он знал, что самое главное: Петр, только не переставай верить в меня. Потому что, когда ты будешь верить, все, что ты будешь считать после того, как ты отречешься, ужасным, и все пошло просто прахом, я вытащу тебя. Просто не переставай верить в меня. И он молился о том, простой молитвой: я молюсь, потому что сатана приходил и просил: дай мне этих апостолов. Я молился о тебе, я знал, что будет атака на всех вас. Я знал, но я молился о тебе прежде всего. Я знаю тебя, Петр. И я молюсь, чтобы вера твоя не оскудела. Может быть, вы сейчас проходите трудные времена. Может быть, вы под давлением. Возможно, вы разочаровали Господа. Возможно, еще что-то произошло. Я не знаю, если вы в таком состоянии, я молюсь за вас, чтобы вера ваша не оскудела. Продолжайте верить. Бог проведет, Бог вытащит вас. Я увидел это на примере Петра. Бог вытащил его. Он вытащит и меня, Он вытащит и тебя. Аминь. Поэтому, друзья, когда мы становимся праведными по вере, Писание не говорит, что мы становимся совершенными, но оно говорит, что наша вера будет меняться нам в праведность до тех пор,
пока мы будем верить в искупительную жертву Христа. Оправдание мы получаем только по вере, благодаря Его милости или благодатью. Ибо благодатью вы спасены через веру или благодаря вере. И это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился.